Всем известно, что чрезмерное употребление алкоголя вредно, но что насчет умеренного, например, одной-двух порций в день? Идея о том, что умеренное потребление может нести пользу для здоровья, особенно для сердца, существует уже десятилетия. Возьмем, например, всеми любимое красное вино. Оно содержит полезные антиоксиданты, плюс является частью средиземноморской диеты, которая считается одной из предпочтительных с точки зрения здоровья и долголетия. Вроде бы все логично, и наука как будто подтверждает это, говоря о том, что умеренно пьющие имеют меньше сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто пьет много, что неудивительно, и даже чем те, кто вообще не пьет. И нынешние рекомендации говорят нам о том, что употребление одной-двух порций алкоголя в день, в зависимости от пола, не вредит здоровью. Но проблема в том, что статистика основана на наблюдениях. То есть людей просто опрашивают, сколько они пьют, и в зависимости от их ответов пытаются это связать со здоровьем. Трудно считать это сильным доказательством, так как мы не можем быть уверены, что здесь не нарушена причинно-следственная связь. Это может быть реальным эффектом умеренного употребления, а может быть умеренно пьющие просто больше занимаются спортом и лучше питают. Досмотрите видео до конца, и мы выясним, являются ли пользы умеренного употребления алкоголя реальными или же это миф. Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про, так погнали. Итак, золотым стандартом оценки качества любого вещества и его влияния на организм является рандомизированное клиническое исследование или РКИ. Применительно к алкоголю нам нужно разделить случайным образом людей на разные группы и давать им, в идеале в течение нескольких лет, разное количество алкоголя и плацебо, и затем наблюдать, что происходит с их организмами. Плюс еще учесть кучу всего, начиная от питания и заканчивая образом жизни. Но на практике это нереально сделать, в том числе из-за этических соображений, так как мы не можем поить людей потенциально вредным веществом. Поэтому проводятся в основном наблюдательные исследования, которые оценивают уже пьющих людей, которых не надо заставлять пить. Так вот, пару лет назад в Австралии провели одно исследование, где изучали пациентов с фибрилляцией предсердий, это такое сердечное заболевание, которые регулярно умеренно употребляли алкоголь. В среднем они выпивали 17 порций в неделю, то есть чуть больше 2 в день, что является оптимальным с точки зрения рекомендаций. И ученые попросили половину из них снизить употребление алкоголя до минимума в течение полугода. Думаю, вы представляете, что такое заставить пьющих людей перестать употреблять. Но все же им удалось это сделать, хотя и пришлось отсеять в районе 70% участников, которые не согласились отказаться от алкоголя. И в группе, в которой уменьшили потребление до 2 порций в неделю, то есть практически в 9 раз, было значительное улучшение сердечного заболевания. Такие результаты указывают на пользу снижения употребления алкоголя, даже если речь идет изначально об умеренном употреблении. По крайней мере для тех, кто уже имеет проблемы сердца. Что же насчет здоровых людей? Данное исследование, само собой, не может ответить на этот вопрос. И ученые нашли способ, как можно смоделировать данное исследование, не нарушая этических норм. Они изучили гены, которые мы несем. Логика следующая. Если некоторые гены заставляют человека употреблять больше алкоголя, то мы можем изучить людей с этими генами, что даст нам больше информацию об употреблении. Этот метод был назван менделевской рандомизацией в честь отца генетики Менделя, не путать с Менделеевым. Не буду останавливаться надолго на определении. Кому интересно, можете прочитать об этом в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Если вкратце, менделевская рандомизация является максимально близким вариантом рандомизированного контролируемого исследования, только без особых затрат. Напоминаю, что я являюсь тренером по питанию, и если у вас есть какие-то нерешенные проблемы с весом или же продуктивностью в течение дня, я помогу вам получить желаемый результат без особых ограничений. У меня есть пару свободных мест в данный момент, поэтому заполняйте форму по ссылке ниже и сделайте шаг в сторону изменения себя. А мы продолжаем. До 2014 года было проведено так много наблюдательных исследований, показавших связь алкоголя с кардиопротекторным действием, что некоторые эксперты были максимально убеждены в его пользе. Но 10 лет назад произошло первое большое потрясение в этой области исследований. Международная команда ученых исследовала людей, имеющих мутацию в одном из ферментов, разрушающих алкоголь в нашем организме, а именно алкоголь-дегидрогеназе. Люди с этой мутацией хуже метаболизируют алкоголь, они обычно краснеют после употребления,
и в целом меньше пьют. Исследователи обнаружили, что носители этой мутации действительно меньше пьют и имеют меньший риск развития ишемической болезни сердца среди категорий разного потребления алкоголя, включая умеренно и слабо пьющих. Поэтому индивиды с генетической предрасположенностью к умеренному потреблению алкоголя имели более низкий шанс ишемической болезни сердца, независимо от того, являлись ли они слабо, сильно или умеренно пьющими. Это показало, что снижение потребления алкоголя даже для лиц, потребляющих умеренно и слабо, полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы, что противоречит рекомендациям. А через 5 лет, в 2019 году, команда из Китая проанализировала привычки потребления алкоголя 500 000 людей и изучила мутации в различных генах. Алкоголь-дегидрогеназия, как в предыдущем исследовании, и альдегид-дегидрогеназия. Это другой фермент в том же процессе. Они использовали оба подхода параллельно. Традиционный и менделевскую рандомизацию. По традиционному методу они видели то же, что и говорила наука до этого. У людей умеренно пьющих, то есть 1-2 напитка в день, было меньше инсультов, чем у сильно пьющих и вообще не пьющих. Но менделевская рандомизация показала совершенно иной сценарий. Чем ниже генетическая склонность к употреблению алкоголя, тем ниже риск. Авторы пришли к выводу, что якобы защищающие эффекты умеренного потребления алкоголя во многом не являются причинами. Другими словами, генетический эксперимент меньше подвержен путанице, а то, что увидели традиционным методом, скорее было артефактом, вызванным более здоровыми привычками у тех людей, которые употребляли алкоголь умеренно, а не самим алкоголем. Это свидетельствует о том, что вообще не пить может быть более полезным для здоровья, чем умеренное употребление. Недавно провели еще одно исследование, в нем также использовалась менделевская рандомизация, чтобы выяснить, является ли умеренное потребление алкоголя действительно кардиопротекторным. И результаты поразили даже известных кардиологов. Ученые обнаружили, что алкоголь сохраняет связь с ишемической болезнью сердца даже после учета курения, и не смогли найти никакой защитной роли алкоголя в болезнях сердца, как это было в предыдущих исследованиях. Это указывает на то, что наблюдательные исследования, выявляющие защитное действие умеренного потребления алкоголя, могут быть обусловлены сопутствующими факторами, такие как здоровый образ жизни. И снова, как и в китайском исследовании, традиционная эпидемиология показала то, что употребление около 5 напитков в неделю имело меньший риск ишемической болезни сердца. Но менделевская рандомизация показала обратную картину. Риск постоянно возрастал с увеличением употребления алкоголя. На первых порах это незаметно, но с увеличением дозы эффект становится все сильнее и сильнее. Ученые пришли к выводу, что употребление алкоголя любого объема сопровождается увеличением риска с явными различиями в зависимости от уровня употребления. Кроме того, в отличие от китайского исследования, большинство употребленного алкоголя приходилось на пиво, вино и шампанское, что указывает на то, что риск не является специфическим только для крепкого алкоголя. Безусловно, нет стопроцентной уверенности в результатах и нет идеального исследования. У каждого есть свои недостатки, поэтому мы сочетаем несколько вместе для того, чтобы получить большую уверенность. И менделевская рандомизация более надежна, чем традиционная эпидемиология. И ряд доказательств говорит нам о том, что умеренное употребление алкоголя не является более полезным, чем трезвый образ жизни. Нынешние рекомендации безвредности 1-2 порций в день, возможно, будут пересмотрены, и в 2025 году мы увидим уже иные рекомендации. Надеюсь, эта информация была для вас полезной, и вы сделаете определенные выводы об алкоголе. Напишите в комментариях о вашем опыте употребления, если таковой был, и о связанных с ним проблем со здоровьем. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Пока!